Египетский фараон Псаметих хотел узнать, какой из народов на земле самый древний, и для этого он придумал очень своеобразный способ. Он решил, что после того, как родились, двух детей нужно оставить наедине и не разрешать никому с ними общаться, чтобы они как-то сами к этому пришли. И на каком языке они заговорят друг с другом, такой язык и такой народ самый древний. Первое слово, которое эти дети впоследствии сказали, было слово «бекос». Услышав об этом, фараон решил узнать, есть ли в каком-то народе, в каком-то языке такое слово «бекос» и что оно обозначает. Обнаружил, что есть. Это был народ фригийский. И на фригийском слово «бекос» означает «хлеб». С этих пор египтяне приняли факт, что фригийцы — самый древний народ. И именно о них мы поговорим сегодня. А кто я такой? Меня зовут Ростислав Антон. Я историк, сравнительный славянский языковед и теолог. На настоящий момент обучаюсь в аспирантуре, специализируюсь на образовании славянской идентичности. И сегодня я вам расскажу об одном европейском народе, о котором обычно мало говорят, но о нем все-таки что-то знаем. А этот народ — фригийцы. Время, о котором будем сегодня говорить, это примерно время с 18 века до Рождества Христова по 2-3 век после Рождества Христова. А задерживаться будем на землях Малой Азии или Анатолии, а также Юго-Восточной Европы, то есть Балкан. Данные о фригийцах мы знаем прежде всего из греческой мифологии, затем из греческих исторических источников, таких как Геродот или немножко позже Страбон, и затем еще из ассирских летописей. А что-то мы знаем даже из хеттских летописей. И сохранилось также несколько надписей на этом языке, что дает нам маленькую, хотя и хорошую возможность хотя бы познакомиться с этим языком и как он звучал, и был ли он как-то похож, не знаю, на славянский язык, например. Наверное, первый знак, по которому распознается какой-то народ как отдельная группа людей, это его имя, этноним, его народное название. У данной группы индоевропейцев это народоназвание звучало как «фригес» или «фриги», то есть «фригийцы». Как сообщает нам Геродот, их изначальное народоназвание звучало как «бригес» или «бригийцы». Их народное самоназвание очень тяжело определить, очень тяжело найти этимологию этого слова, опять же, просто по факту того, что мы мало всего все-таки знаем об этом языке. Но, как кажется, согласно предположениям некоторых, это как-то связано с праиндоевропейским корнем «берг», который потом развился в германских языках как «берг», в славянских языках, допустим, в русском как «берег», обозначал какую-то возвышенность, если в дословном смысле, а если в переносном значении, то что-то вроде как возвышенные люди, как благородные. И эти бриги, насколько мы знаем, из очень фрагментарных исторических источников, первоначально они занимали земли примерно античной Македонии, то есть, грубо говоря, там, где сегодня Северная Греция и Македония. Мы очень многого не знаем с тех времен, когда они еще жили в Юго-Восточной Европе. Но на основе исторических и археологических данных можем предположить, что это был промежуток времени, как минимум между 1800 годом до Рождества Христова и 1200 годом до Рождества Христова. А тогда стали происходить очень важные события, так называемые переселения морских народов или народов моря, которые задали конечный удар Хеттскому царству, которое находилось на территории современной Турции, в центральных и южных ее частях. А эти народы моря также ударили и на побережье того, что сейчас называется Палестина или Израиль, и Египта. Сами народы моря представляют из себя отдельную тему, но, согласно некоторым исследователям, фригийцы были одним из этих народов моря. Ну и тут около 1200 года до Рождества Христова в Малой Азии произошла очень знаменитая битва, о которой писал Гомер, Троянская битва, город Троя и Илион. Об этом Гомер писал в своем эпосе «Илиада». Конечно, мы не можем брать его как дословный исторический источник, а просто как уже такое продуманное размышление о том, что когда-то давным-давно, задолго до его жизни, происходило на этой территории.
И это Троянская война. Фригийцы участвовали на стороне троянцев, воевали против греков. Фригийцы были такими же союзниками троянцев, как и фракийцы. Согласно Геродоту, в эти самые древние времена, до Троянской битвы, до Троянской войны, предки фригийцев, которые тогда еще назывались бриги, переселились в Малую Азию, точнее в ее северо-западные части. Археологически, однако, немножко тяжелее тут соотнести данные с историческими источниками. Но, во-первых, исторических источников мало, и они очень фрагментарные. Следы военного разрушения в Малой Азии действительно видны. Но они привязаны не только к 1200 году до Рождества Христова, а они были еще и раньше, ну и после этого периода. И дело просто в том, что горшки, характерные для фригийцев или для археологических культур, связанных с фригийцами, в Малой Азии стали появляться только лишь в 8 веке до Рождества Христова, а также и очень знаменитые европейские курганы, которые на юго-востоке Европы намного старше, чем, например, в Малой Азии. Да, до фригийцев были какие-то индоевропейцы в Малой Азии, это конкретно хетты или нессы, потом лувицы, ликийцы, лидийцы, карийцы и другие. Но кажется, что они в большей степени смешались с населением, которое еще до них жило там, и, может быть, приняли уже какие-то другие обычаи. Ну, а курганы фригийские, они прямо заметные, и они появляются так вдруг в 8 веке до Рождества Христова вместе с керамикой, которая характерна или которая обычно приписывается как раз фригийцам. Очень важный аргумент в пользу того, что предки фригийцев переселились из Юго-Восточной Европы, то есть с Балкан, на территорию Малой Азии, языковедческий. С точки зрения языка, к которому мы еще вернемся, заметно, что те останки языка, которые имеются, они больше, чем на другие европейские языки, похожи именно на палеобалканские языки, то есть на фракийский, на дакийский, пионский, древнемакедонский и даже греческий и другие. Что касается исторических источников, нужно обратить внимание на то, что Геродот писал все-таки в V веке до Рождества Христова, что много столетий после того, как события, описываемые им, произошли, то есть нужно это брать немножко с такой осторожностью. Ну, как и все в истории. Такая маленькая дигрессия. Очень часто вижу в комментариях, в замечаниях, которые нам пишут, или вообще, когда разговариваю с людьми, от которых история как наука далека, то очень часто вижу именно такой подход, что я прочитал, буквально так оно и есть. То есть без там любых подвопросиков, без вопросов о том, что эти источники тоже писали люди с определенной целью, с определенными слабостями. То есть они тоже могли ошибаться, они не просто были как камера и вещали все именно так, как оно происходит. Ну, поэтому мы, как историки, пытаемся найти в каких-то, особенно древних сюжетах, мы пытаемся найти, есть ли за этим что-то историческое. И это чаще, чем нет, очень сложная работа. Поэтому мы не можем просто так сказать, что именно так и было. А как правильно заниматься исследованием прошлого, историей, вы можете посмотреть, переходя по ссылке вот тут сверху. Ну ладно, давайте вернемся. Значит, как происходила их история? В целом мы знаем достаточно мало, но первый такой факт — это действительно такое переселение, которое, скорее всего, происходило волнами на протяжении нескольких веков, где-то между 1800 и 1200 годом до Рождества Христова, когда, если соединить информацию с Геродотом, бригийцы переселяются все ближе и ближе к северо-западную Малую Азию, и после этого времени они вскоре становятся врагами Хеттского царства, которое, правда, уже в XII веке до Рождества Христова умирало. Из исторических источников мы знаем, что народы моря тогда уничтожили их столицу Хатушу. Предполагаемо, минимум часть из этих народов из моря — это как раз фригийцы, потому что они тоже перешли с другой стороны моря, то есть Эгейского или Средиземноморского, если в целом. И они задали, судя по всему, конечный удар Великому Хеттскому царству, которое, правда, потом немножко еще просуществовало, особенно на юге, где роль государствообразующего народа на себя приняли лувийцы. Итак, предки фригийцев заселили территорию
северо-западной Малой Азии и потихоньку на протяжении столетий приближались к ее центру. Когда, наконец-то, в VIII веке нам уже известно больше фактов о них, мы даже знаем имена их королей, и многие из фригийцев вошли в греческую мифологию, где, конечно, получили новые легендарные оттенки. Такой, например, владыка или король, царь Тантал, который в мифологии известен тем, что якобы людям передавал тайны богов, и поэтому боги ему отомстили. Давайте сейчас сосредоточим свое внимание на некоторых известных правителях фригийцев. Первый из таких правителей был Дымас, который жил примерно около 1200 года до Рождества Христова, как раз на тот момент, когда фригийцы переселялись из Юго-Восточной Европы в Малую Азию. Из его времен известно, что у него был сын Отриус, который одно поколение до Троянской войны воевал против амазонок. Кто были эти амазонки? Ну, тут можно догадываться. Возможно, это были какие-то народы на северном берегу Черного моря, или, может, еще кто-то другой. Это нам неизвестно, и, может быть, никогда и не поймем, но можно теоретизировать. Сын Думаса также участвовал в Троянской войне на стороне троянцев и воевал против греков. С греками у фригийцев были неоднозначные отношения. Там была и война, была и торговля. В общем, как это бывает среди народов и исторически тоже. То некоторое время воюем, потом опять торгуем, опять воюем, торгуем и так далее. Еще из этого контекста Троянской войны известны такие фригийские вожди, как Асканиус и Форкюс, которые были повелителями фригийских отрядов в Троянской войне. Первый такой более значимый правитель фригийцев, на котором я хочу, чтобы мы сегодня сосредоточились, это Гордиос I. Не совсем известно, когда он владел. Это было когда-то между IX и VII веком до Рождества Христова. Что мы о нем знаем? Это как раз он основал знаменитую столицу Фригии, названную Гордион. Скорее всего, в корне названия этого города как раз проиндоевропейский корень «хорд», который вошел и в славянский «гарду», или потом «город» в русском языке. И о нем легенда следующая, что он был изначально из территории Македонии, то есть из этой старой Фригии. Гордиос был крестьянином. Однажды, когда он занимался своими делами, на ось его колеса, его повозки, сел орел. Он принял это как знак. И этот знак он как-то протолковал себе так, что понял, что он станет правителем когда-нибудь. Этот орел потом взлетел, полетел далеко на восток, а Гордий, который видел, что это происходит, запряг своих ослов и поехал на своей повозке вслед за ним. Этот орел его привел в город Тельмисус, в храм или в пророчище фригийского бога Сабадзиоса. Если вы помните, в выпуске о фракийцах я говорил о Сабадзиосе, так что тут видим, что это какое-то общее божество даже фригийцев и фракийцев. И в целом кажется, что между фракийцами и фригийцами существовали достаточно плотные связи, хотя бы на одной части их истории. Приехав в город, Гордий увидел, что его уже встречают священники этого храма, этого пророчища, и они пытались его как-то уговорить в то, чтобы он принял жертву этому кумиру, этому божеству, Сабадзиусу, что он, естественно, и сделал. Фригийцы тогда растерялись, потому что у них помер правитель, и не было у них правителя. Решили посоветоваться в пророчище, в этом храме кумира Сабадзиуса, и узнали, что новым правителем станет тот, кто первый, кто придет на повозке в их город и к храму, станет их правителем. Так и стало. Приняли Гордия как своего нового вождя, как своего нового правителя. Вскоре после этих событий Гордиос построил город Гордион, сделал его своей новой столицей и туда перенес святые вещи из храма в Тельмисусе, чтобы оттуда править. И с этих пор на Акрополе или на возвышенности этого города стояла его повозка со знаменитым Гордиевым узлом.
о котором потом узнаем из более поздних исторических источников, что этот узел был очень сильно заплетен, запутан, и что никто его не мог распутать. Так называемый Гордиев узел. И, согласно словам пророков, тот, у кого получится расплести или развязать Гордиев узел, станет правителем Азии. И это действительно получилось у Александра Македонского, у Александра Великого, который просто взял и своим оружием рассек этот узел и стал действительно правителем Малой Азии. У Гордия потом появился сын которого звали Мидаш или Мидас I. Он также вошел в греческие мифы и легенды. Те из вас, кто, может, знаете, расскажем для тех, кто не знают. Мидас как раз был тот герой, которому один из кумиров, как награду за его поступки, исполнил его самое глубокое желание. А это то, чтобы все, к чему он прикоснется, превратилось в золото. Так и было, согласно легенде. Все превращалось в золото. Даже еда и вино. Поняв, что это не очень мудрое, Мида покаялся и получил инструкцию, что для того, чтобы от этого дара избавиться, нужно искупаться в речке. И это примерно все такие правители значимые. После Мидаша I наверсталась куча правителей, которых звали либо Гордий, или Гордиос, либо Мидас, и просто Мидас II, Мидас III и так далее. И один из них, Мидас III, правил от 738 до 695 года до Рождества Христова. В его времена Фригия уже была достаточно сильным государством, точнее, уже была немножко на упадке. Было государством, которое распространялось на просторах Центральной Малой Азии. Главными конкурентами этого государства были на востоке ассирцы, которые на тот момент уже достаточно долго воевали за просторы Восточной Малой Азии и за ресурсы, которые там находились. Вскоре появился новый враг, который переселился в Малую Азию из степи современной Южной Украины и Южной России. А это киммерийцы. Киммерийцы, о которых мы рассказывали уже в одном из наших выпусков. Так что это тоже можете посмотреть. Я ставлю ссылку сюда куда-нибудь. Эти киммерийцы, как оказалось, стали для Мидаша и для его фригийцев очень большим препятствием и потихоньку уничтожали фригийское государство. Увидев эти уничтожения и узнавал, что ничего не может сделать, Мидас лишил себя жизни. После него правил Гордий IV, потом Мидас IV, и в его времена как раз Фригия наконец-то рушится и перестает существовать навсегда. Фригийцы еще продолжали существовать, и их идентичность просуществовала где-то до VI-VII веков, хотя она была уже очень фрагментарная. Фригийский язык, скорее всего, в те времена уже исчез, и фригийцы говорили на других языках. И во времена византийского или восточно-римского правителя Флавия Фоки были их останки переселены в Каппадокию. И на самом деле их миграционный путь очень похож на миграционный путь армян. И даже согласно некоторым теориям, армяне являются наследниками фригийцев. Так ли это? Может быть, об этом поговорим в выпуске об армянах. Как вам это? Фригийский язык. Существует около 240 надписей на фригийском языке примерно между 800 годом до Рождества Христова и 600 годом до Рождества Христова. Существует еще около 100 фригийских надписей из столетий около Рождества Христова, если можно так сказать. И это в основном всякие глоссы, надписи на могилах, какие-то угрозы тем, кто посмеет красть из этих могил. И в основном такие очень коротенькие тексты. Тем не менее, даже если их так мало, их все равно гораздо больше, чем, например, останков языка фракийцев или даков. Поэтому мы хоть что-то об их языке можем сказать. Некоторые языковеды выдвинули тезис, что фригийский и фракийский образовали одну языковую группу. И действительно, мы даже знаем из исторических источников, что фригийцы и фракийцы жили по соседству друг с другом, как на юго-восточных Балканах,
так и в Малой Азии, поэтому, может быть, там какая-то связь есть. Но их языковое родство и более близкое языковое родство не доказано. Но, несмотря на это, кажется, что все-таки фригийский больше, чем на какие-либо другие европейские языки, похож именно на палеобалканские языки, такие как фракийский, дакийский, и даже на греческий и на армянский, как ни странно. Тут тоже есть такая связь армянского и фригийского. Некоторые исследователи армян даже считают наследниками фригийцев. Хотя тут тоже не можем ничего утверждать с точностью. Но путь, который перешли фригийцы, кажется, перешли и предки армян. То есть тоже, возможно, из юго-восточных Балкан через Анатолию в Каппадокию и потом оказались где-то на Кавказе, где многие источники упоминают такой народ, как мошк. Ну, там есть западные и восточные мошки, и некоторые исследователи как раз их связывают с фригийцами. Ну, что интересно, даже Геродот, когда упоминает армян, он пишет, что они населены туда, в Малую Азию, именно фригийцами. То есть они фригийские колонисты. Насколько это правдиво или нет, но это предмет споров. Я не собираюсь тут на этот вопрос отвечать, но, конечно, представляет это очень интересную тему для тех, кто занимается этногенезисом армян, например, ну или самих фригийцев. Можем даже послушать краткие отрывки. Что касается самого фригийского языка, его развития, обычно сейчас в языкознании принято считать, что существовали два его периода. Древнефригийский — это как раз эти надписи с 800 года до Рождества Христова по 600 год до Рождества Христова. И младший фригийский язык, который зафиксирован несколькими надписями из 2-1 века до Рождества Христова и после Рождества Христова. Они немножко разнятся. И вот пример предложения из одной надписи на древнефригийском языке. А звучит он так. Естественно, прочитаю я так, как я смогу это прочитать. Мы не знаем, где были ударения, в общем, и как точно это читается, поэтому учтите, пожалуйста. И вот, звучит он так. Атес аркия, эваис акенан, олавос мидай лавалтей, ванактей эдаис. То есть Атес посвятил и иссек этот камень для Миды, защитника народа, правителя. И потом пример младшего фригийского. «Йос нисемоун кноуманей какоун аддакет, гегрейменан эгедоу тиос соутан, акеойбеко сакалос кидрегроун эйтоу». А это значит, кто повредить эту могилу, будет носить неизбежную Божью клятву, и хлеб, и вода для него станут несъедобными. Вот и все. Вам что-то напоминает этот язык? Скажите мне. Чтобы подытожить. Существует какое-то согласие, какой-то консенсус между языковедами, которые занимаются данным языком, что фригийский больше всего родственнее и ближе всего находится к фракийскому языку, к другим палеобалканским языкам, греческому, с одной стороны, и армянскому языку. Дорогие друзья, спасибо большое всем, кто нас смотрит, кто оставляет свои комментарии, мнения, свои примечания. Спасибо отдельно и спасибо большое всем тем, кто нас поддерживает и финансово через PayPal, Boost или Patreon. А также хотим пригласить тех из вас, кто хотел бы нас поддержать, чтобы помочь нам с финансовой точки зрения, чтобы мы могли выпускать наши выпуски почаще и более качественные. Ссылки я оставлю в описании, и тут наверняка будут QR-коды, так что можете перейти по них. Если кто-то хочет, это не обязательно, но будем очень благодарны тем, кто это сделает. Спасибо большое. Это было все на сегодняшний день. Если вам понравился наш выпуск, можете продолжить с просмотром вот этого нашего выпуска. Спасибо большое и пока-пока.